Центральные СМИ сообщают печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Безусловно, одна из самых главных новостей последних дней – это стало печальное событие, которое произошло в семье известного политического деятеля, артиста, актера, телеведущего Владимира Зеленского. Несколько дней назад при весьма странных и загадочных обстоятельствах в Египте, в городе Хургада, ушла из жизни родная дочь Владимира Зеленского Александра. 20-летнюю девушку без признаков жизни обнаружили на городском пляже. Дело оказалось настолько запутанным, что двухдневные поиски преступника не дали никаких результатов. Однако Владимир Александрович Зеленский назвал делом чести найти тех людей, которые виновны в смерти дочери. Первоначально появилась информация, что дочь Владимира Зеленского, Александра, которая уже несколько лет не общается с отцом, много путешествует по миру, приехала в Египет вместе со своими подругами и молодым человеком, молодым украинским певцом Лаврентием Прокопенко. По данным прессы, дочь Владимира Зеленского и певец Лаврентий Прокопенко встречались уже 1,5 года и после поездки в Египет планировали свадьбу. Местная полиция установила, что дочь Владимира Зеленского находилась на отдыхе 5 дней, а на 6-й произошла трагедия. Самое активное участие в поиске преступников принимал жених Александры, певец Лаврентий Прокопенко, который пообещал отомстить за любимую девушку. По данным следствия, дочь Владимира Зеленского увлекалась подводным плаванием с акваланга. Она фотографировала и снимала на видео жизнь подводного мира. В этот момент следствие зашло в тупик. Получалось, что дочь Зеленского Александра, поплавав с аквалангом, выходит на пляж и через некоторое время таинственно погибает. При этом у нее исчезают ценные вещи, банковские карты и финансовые средства, которые находились при ней. Помимо этого, полиции было абсолютно непонятно, почему Александру Зеленскую не сопровождали на пляже ее подруги и ее молодой человек, певец Лаврентий Прокопенко. Казалось, дело о дочери Владимира Зеленского зашло в тупик. Однако вчера в полиции появился молодой египетский бизнесмен, владелец яхтового клуба Аль-Сад Шаид. Он сообщил полиции весьма противоречивую и важную информацию. По словам египетского бизнесмена, он познакомился с дочерью Владимира Зеленского 3 дня назад, когда девушка уже была на отдыхе. Он катал молодую девушку на яхте, они обедали в ресторане и несколько раз уединялись в гостиничном номере. Полиция была ошарашена таким заявлением, так как у Александры Зеленской был жених, певец Лаврентий Прокопенко, который вместе с ней находился на отдыхе. Следствию ничего не оставалось, как вызвать в полицию певца Лаврентия Прокопенко, жениха Александры Зеленской. Оказалось, что молодой человек умолчал об одном событии. По приезду в Египет между Александрой Зеленской и Лаврентием Прокопенко произошла размолвка, и они не виделись несколько дней. Вероятно, чтобы заставить ревновать своего молодого человека, Александра Зеленская познакомилась с египетским бизнесменом и стала проводить с ним время. Следствие решило провести очную ставку между египетским бизнесменом Аль-Сад Шаидом и певцом Лаврентием Прокопенко и посмотреть на их поведение. Полиция заметила, что во время допроса Лаврентий Прокопенко стал сильно нервничать и путаться в показаниях. Ну а сегодня утром была поставлена финальная точка в одном из самых громких преступлений 2025 года. Смерть дочери Владимира Зеленского произошла в результате сцены ревности, которая произошла между девушкой и ее женихом, певцом Лаврентием Прокопенко, который приревновал свою невесту к египетскому бизнесмену. Как же это произошло?
Лаврентий Прокопенко пришел на пляж, зная о том, что его девушка Александра в этот момент плавает с аквалангом, и дождался ее на пляже. Позже стало известно, что он договорился с работниками пляжа, чтобы они на время отключили записи видеокамер и свел счеты со своей будущей невестой. По данным следствия, смерть дочери Владимира Зеленского наступила в результате удушения. По последним данным, Лаврентию Прокопенко за его преступление грозит серьезнейшее наказание, вплоть до высшей меры. Самое поразительное, что все это время Лаврентий Прокопенко разыгрывал из себя жертву. Он делал вид, что ищет любимую девушку, хотя прекрасно знал истинную картину трагедии. Стоит отметить, что Владимир Зеленский – это не только известный политический деятель. Еще несколько лет назад он был одним из самых востребованных артистов, актеров российского шоу-бизнеса. Он выступал в команде КВН, снимался в музыкальных клипах Филиппа Киркорова, Максима Галкина, и ему прочили хорошую карьеру. К слову сказать, Владимир Зеленский снялся в 11 фильмах российского производства. Надо отметить, что еще несколько недель назад произошла похожая трагедия в семье известного политического деятеля Сергея Лаврова. У Сергея Викторовича также погибла дочь, однако это произошло в праздник Крещения. Ну а теперь к другим новостям. В зоне спецоперации погиб муж известной телеведущей и бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Алены Водонаевой Алексей. Алексей и Алена Водонаевы были замужем 7 лет. У них есть общий ребенок. Муж Алены Водонаевой находился на спецоперации 3 месяца. Через несколько дней сотрудники комитета Владимир Винокур и Лев Лещенко отправляются в зону спецоперации, где проведут несколько музыкальных концертов. По последним данным, артистов будет сопровождать надежная охрана. Начальник службы безопасности антикоррупционного комитета, известный общественный деятель Евгений Пригожин, срочно вылетел в город Барнаул. В Барнауле состоится открытие второго филиала комитета. К сожалению, печальная новость: погиб родной брат известного музыканта Владимира Кузьмина Сергей. ЧП произошло в Свердловске. Причина – дорожно-транспортное происшествие. Несмотря на то, что Владимир и Сергей Кузьмины были родными братьями, в последнее время они практически не общались. Известная актриса Вера Алентова, сотрудник комитета, взяла небольшую паузу в работе в связи с состоянием здоровья. Пожелаем прекрасного состояния здоровья любимой актрисе. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.